Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Мы с вами продолжаем наш марафон. И, конечно же, для того, чтобы снижать свой вес, нужно знать, что же можно и нужно съесть. Поэтому мы с вами сегодня приготовим меню на целый день. Будем готовить завтрак, ужин, обед. Ну и, конечно, приготовим вкусный салат. Итак, начинаем, конечно же, с завтрака. Для завтрака я взяла 200 граммов творога, у меня творог 25% жирности. Добавляю чайную ложку сметаны, сметана у меня 20%. И еще нам понадобится блендер для того, чтобы взбить творог со сметаной. Получится вкусный творожный крем. На весах уже у меня минус тара, то есть вес тарелки. Отправляю туда творог. И, конечно же, к творогу нам нужны вот такие красивые вкусные ягоды. Это замороженная вишня без косточки. И еще я добавлю малины. Как вы видите, у меня творога немного, но еще раз скажу, что у меня творог 25% жирности, то есть он очень сытный, поэтому мы сейчас едим меньшую порцию, и нам на самом деле этого достаточно. Если у вас творог меньше жирности, то, конечно же, вы можете добавить себе порцию, чтобы было сытнее. Порция моего творога вместе с ягодами 269 граммов. Не забывайте добавлять и использовать в вашем меню творог. Творог хорош еще очень тем, но кроме всех его полезных свойств и качеств, о которых я не буду сейчас говорить, потому что я думаю, все об этом знают, творог, он нейтральный вкус имеет. Соответственно, можно добавить к нему свежие или замороженные ягоды, можно добавить мед, можно добавить орехи, чернослив, какао, кокосовую стружку. То есть любой наполнитель, который у вас есть сейчас, который вам захотелось, и творог за счет этого наполнителя заиграет совсем другим вкусом и перестанет быть скучным творожком, который я раньше думала, что только для детей, потому что детям нужен кальций. На самом деле творог это не просто полезно, но еще и очень вкусно. Обязательно добавляйте в ваш рацион творог. Завтрак супер быстрый, супер вкусный и красивый. Теперь давайте приготовим с вами обед. Для обеда нам понадобится одна целая луковица, ее я режу на половинку, затем нарезаю полосочками, а затем нарезаю мелким кубиком. Мы с вами готовим борщ на мясном бульоне, лишний жир не добавляю. Я бульон сварила и жир уже отправила в кастрюлю, именно на нем я буду пассеровать овощи для супа. Еще у нас есть вот такой красивый, прям очень осенний сладкий перец. Я его нарезаю сначала вот на такие полосочки, а потом уже нарезаю полосочки на мелкий кубик. К сладкому луку добавляем более еще сладкую паприку. Вот так уже красиво в кастрюле. И, конечно, продолжаем готовить. Еще я взяла 2 морковки. Вы можете взять одну крупную, у меня 2 средних. Нарезаю морковку на пластинки. Пластинку нарезаю на соломку, затем нарезаю мелким кубиком. Если вам удобнее, то вы можете использовать терку. Отправляем и кубики морковки в кастрюлю. Сочную красную свеклу нарезаю соломкой и нарезаю на кубики. Вы также можете натереть свеклу на терке. Да, свеклы я всегда добавляю очень много, потому что для меня борщ это много вкусной, сладкой, красивой свеклы. Пока овощи пассеровались, я уже поставила на огонь кастрюлю с бульоном. Бульона у меня 3 литра. Бульон у меня говяжий. Вы можете использовать любой. Взять овощной, грибной, сварить бульон на курице. В общем, тот бульон, который есть у вас и который вам нравится. Пока овощи у меня томятся в бульоне на самом медленном огне, отрезаю половинку вилка капусты. Нам понадобится только одна половина. Далее, конечно же, убираем кочерышку, нам она тоже в борще не нужна. Ну а теперь отрезаем кусочек капусты, и я ее шинкую как можно тоньше. Я люблю, когда капуста нарезана очень тонко. Засыпаем капустку в наш бульон. Теперь нам нужно, чтобы вся наша капуста оказалась в красивом красном бульоне. Накрываю крышкой и оставляю суп готовиться на среднем огне.
Снимаю крышку. Вот так аппетитно выглядит борщ, а какой аромат вы просто не представляете. Теперь нам остается посолить по вкусу. Еще я добавляю столовую ложку лимонного сока. Для того, чтобы наш борщ имел красивый, яркий, нарядный цвет, добавляю натертую на мелкой терке свеклу. Теперь нам останется убавить огонь до минимального и буквально пару минут дать прокипеть нашему шикарному борщу. Наш борщ готов. Отправляем его в тарелку. Посмотрите, какая красота и вкуснота. У меня сегодня будет просто восхитительный обед. Борщ — это то, что нужно в осенне-зимний период, потому что он готовится из всем доступных продуктов, замечательно согревает, ну и просто он очень-очень вкусный. И я думаю, практически нет таких людей, которые бы не любили борщ. Конечно же, к такой красоте нужно обязательно добавить ложечку сметаны. Вот так наш обед будет просто изумительным. Теперь давайте узнаем вес моей порции борща на обед. 478 граммов вес моей вкуснейшей порции борща. Борщ бывает разным. Это универсальное блюдо. Как вы увидели, сегодня я не добавляла ни картофеля, ни даже моей любимой отварной заранее фасоли. Почему? Потому что суп приготовлен на мясном бульоне, то есть лично для меня и для моей семьи. Он очень сытный. И там достаточно много овощей, суп получился густым, как мы и любим. Поэтому я не добавляла ни картофеля, ни фасоли. Если вы готовите на овощном бульоне, то для сытости и просто по привычке можно добавить картофель, от этого ничего страшного не будет. А нам вкусно. Итак, для разнообразия, как один из вариантов, попробуйте просто приготовить борщ с большим количеством свеклы. Я уверена, вы не разочаруетесь. После вкусного обеда полагается приготовить вкусный ужин и, конечно же, не менее вкусный салат. На огонь я поставила сковороду, отправляю туда кусочек сливочного масла, у меня 35 граммов. Пока масло топится на сковороде, я лук нарезаю тонкими полукольцами. У меня 4 луковицы. Масло почти растопилось, огонь я прибавила до среднего и отправляю полукольца лука на сковороду. У меня всего 4 луковицы, было бы больше, я бы порезала больше. Пассируем лук на среднем огне. Печень мы будем готовить куриную. Честно, я вообще собиралась говяжью, но сегодня была в магазине только куриная, поэтому я абсолютно не расстроилась и купила куриную печень. Вы можете использовать куриную либо говяжью. Печень я нарезаю на кусочки около 2-3 сантиметров, чтобы она не была слишком мелкой и не была слишком крупной. Лук уже просто отлично выглядит. Самое время его поперчить. Я это делаю, конечно же, по вкусу, для того, чтобы перчик тоже обжарился и от него остался вкусный аромат, а острый вкус ушел. Самое время отправить в наш красивый лук печень, которую мы с вами нарезали. После того, как добавили печень и прибавили огонь, интенсивно помешиваю, для того, чтобы она схватилась. Это мы увидим потому, что она меняет цвет. Как раз тот момент, когда печень уже поменяла свой цвет, но еще не стала жесткой. Самое время присолить, добавить молоко, потому что наша печень в сливочном соусе. Молока у меня 200 мл. Теперь накрываю крышкой и оставляю на медленном огне до готовности. Обычно это занимает от 3 до 5 минут. Пока готовится печень, мы готовим с вами гарнир. Это кускус. Я его присолила. Кускуса 250 граммов. Заливаю его пол-литром кипящей воды. Закрываю кускус крышкой и убираю в сторону на 5-7 минут. Ужин у меня просто не ужин без овощного салата. Нам понадобится 1 красная луковица. Нарезаю ее тонкими полукольцами. Лук я первым отправляю в салатник, добавляю столовую ложку лимонного сока, столовую ложку соевого соуса и 2 столовые ложки растительного масла, у меня оливковое. Теперь я все перемешиваю для того, чтобы лук замариновался и был невероятно вкусным. Еще у меня есть качанчик салата айсберг. У него я вырезаю кочерышку, убираю ее в сторону. И у одной половинки, и у второй. И затем достаточно тонко его нарезаю, потому что мне нравится именно так. Салат отправляется вслед за луком в миску.
Уже красиво на самом деле и уже вкусно. Теперь для того, чтобы салат тоже промариновался, я перемешиваю. Вы можете взять любые листья салата, которые есть у вас. Можете использовать пекинскую капусту или даже обычную белокочанную. Проявите свою фантазию. У меня салатный огурец один, общим весом около 400 граммов. Огурец я разрезала на половинки, затем на четвертинки и режу его вот такими кусочками. Конечно, я добавлю в салат сладкий перчик. Половинку разрезаю на 3 части и нарезаю вот такими достаточно крупными ломтиками, чтобы салат был вкусный и ароматный. У меня 6 сливовидных томатов, разрезаю на половинку, на четвертинку и еще вот так делаю ножом 3 раза. Как раз получаются те кубики томатов, которые мне очень по вкусу. Наш салат почти готов, остается его присолить, добавить маслины. Еще у меня есть 200 граммов сыра для салата. Сыр у меня 30% жирности. И теперь я его тоже нарезаю вот такими щедрыми ломтиками, которые превратятся потом в салате во вкуснейший сырный соус. Ура! Нам остается только перемешать наш салат. Помогаю себе разбить сыр на кусочки ложкой. Ну и просто все перемешиваем. Вот и наш с вами ужин готов. Отправляем на тарелку сначала наш вкусный гарнир. Это кускус. И к кускусу добавляем нашу вкусную нежную печень в луково-сливочном соусе. Обратите внимание, что самое главное с печенью вести себя очень нежно. Главное ее не переготовить, чтобы она не стала жесткой, а оставалась сочной и вкусной. Вот такая красота на ужин. Моя порция весит 308 граммов. И, конечно, мой ужин просто не состоится, пока я не приготовлю салат или другое овощное блюдо. Сегодня салат у меня, просто невероятно красивый и вкусный. Вам рассказываю, самой слюнки текут. Отправляем щедрую порцию овощей на тарелку. Моя порция салата 356 граммов. Вы спрашиваете про перекусы очень часто, конечно же, я их делаю. Тем более сейчас самое время делать перекусы вкусными цитрусами, мандаринами, грейпами, апельсинами, в общем, всем тем, что нам так нравится и, конечно, навевает новогоднее настроение. Поэтому я перекусы делаю, в основном это фрукты, сейчас в основном мандарины. И еще напоминаю, что как только вы сделали перекус, это овощной салат или вы поели какие-то фрукты, не забудьте добавить стакан воды, и все будет отлично, голод вас оставит до следующего приема пищи. Если это видео вам понравилось, если оно вас вдохновляет точно так же, как ваши комментарии вдохновляют меня на работу, я даже выздоровела быстрее от этого, поставьте, пожалуйста, лайк, нам будет очень-очень приятно. Также, если до сих пор вы не подписаны, подписывайтесь на канал, приглашаю вас в наше позитивное сообщество. С вами была Мария Мироневич, я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, берегите себя.